Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Андрей Дыко. Я готов сегодня ответить на все ваши вопросы, которых вы мне уже очень много назадавали, я так смотрю. Сегодняшний наш вебинар посвящен эзотерике, наверное, счастливой жизни. Наверное, основной эзотерический вопрос, который возникает у людей, звучит так. Путь развития и достижения счастья. Что он предполагает? Как человек может быть счастливым? Ну, на первое место необходимо поставить осознанность. То есть в случае, если человек все время либо в прошлом, либо в своих иллюзиях или в мечтах, то он счастливым не будет. Также, наверное, вы помните историю, которую я рассказывал на первой ступени школы Кайлас. Я рассказывал о том, как два путешественника пришли во дворец. После этого, когда они по дворцу ходили, или Эрмитаж, после того, когда они вышли из Эрмитажа или из дворца, который был невероятно красивым, в нем располагалась настоящая выставка, было большое количество красивой архитектуры, невероятных изображений искусств, очень красивая отделка. После того, когда они вышли, один другому говорит: ну что, как тебе понравился Эрмитаж, который мы видели, или дворец? И он говорит: мне очень понравилось, было очень много красоты, было очень много красивых вещей, вообще очень красивое строение, и вид из окна мне понравился, и люди понравились, в общем, все мне понравилось. А второй говорит: а вот мне не понравилось. Почему? Куда я ни загляну, на картину посмотрю, куча пыли, под картину куча пыли, на кровати грязно, под кроватью грязно, люди хамят, помещение не проветривается, одним словом, мне не понравилось. Дело в том, что понимание того, к чему двигается человек, является основной задачей человека, который ищет счастье. То есть люди, которые в самом начале должны понять, что есть необходимость ориентироваться на то, чтобы видеть или ощущать счастье. Я об этом очень часто говорю. И эзотерический путь достижения счастья, он не предполагает бесконечное количество мантр или молитв. Он предполагает, наверное, настрой. Этот настрой, он может быть позитивный или негативный, не особо это важно. Наверное, настрой на то, чтобы видеть это счастье. А человек должен себя настраивать и направлять в этом направлении. То есть он должен говорить: от чего сегодня я получаю счастье? Или ложась спать, он должен сказать: от чего сегодня я получил счастье? Или я счастлив, потому что мои дети рядом со мной, я счастлив, потому что хорошая погода. Вы знаете, обучая себя такому счастью, человек очень быстро приходит к этому состоянию счастья. Поэтому его поиск предельно прост. Итак, отвечая на вопросы. Лидия Неферова. С приветствием, Украина, с любовью. Лидия увидела пятиконечную звезду, рисовала вот так в круге, не знаю почему, и интересно стало. Понятно. Доброй ночи из Каракалпакии, доброй ночи. Привет из Новосибирска, здравствуйте. У нас целый день дождь идет, качает целый день, голова вроде, по всей голове глаза. Или что-то в этом роде. На канале Андрей Андреевич, думаю, могу такое написать. Учитель знает, что такое бывает. Да, такое бывает. Это связано с повышающимся давлением, с вегетососудистыми спазмами. Каким образом это убирать эзотерически? Необходимо представлять, будто у вас вместо тела бассейн, и вы представляете, будто сверху или снизу вы выгребаете вилами или руками зеленые водоросли. Если так выполнять, то после этого давление внутричерепное или глазное давление исчезает. Также в случае, если давление поднимается, я очень рекомендую прикладывать к животу или к икрам ног теплую воду. Также очень рекомендую все-таки определить, какое у вас артериальное давление и полечиться в дальнейшем. Думаю, это диагноз. Скоро у меня будет все хорошо. Обязательно. Ура, я тоже с вами. Светлана Светлякова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ждем сегодня всей семьей. Спасибо вам. 62 года учусь у вас жить по-новому. Простите за бесплатное обучение. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Такие люди, как вы, очень нам нужны. Вы представляете, есть такое понятие, о нем раньше уже говорил. Куда течет любовь, туда текут и деньги. Таким образом, допустим, человек, который поставил какую-нибудь статую или какой-нибудь памятник посреди дороги или где-нибудь в сквере,
и сделал это или выполнил это за свои деньги, то все люди, которым это будет нравиться, будут говорить: ой, да чего же это красиво, ой, как мне нравится, да чего же это красиво. Так вот, тот, кто вложил деньги в такой памятник, он фактически является его владельцем. В его сторону будет течь любовь тех людей, которые любуются этим памятником. И, естественно, в его сторону будет течь деньги. Таким образом и я работаю. Видите, я выкладываю свои семинары, свои вебинары, делаю это абсолютно безвозмездно. Когда люди начинают это все смотреть, то очень большое количество людей начинают это пробовать на себе и после этого говорят: большое спасибо, нравится мне этот мужчина, большое спасибо за советы, как же это хорошо. То есть что я фактически делаю как эзотерик? Я направляю в свою сторону любовь тех людей, которые смотрят мои видео. Тем самым человек, который мне благодарен, он направляет в мою сторону любовь, а я это проявляю в виде служения. Естественно, сегодня там кто-то писал: Андрей Андреевич проводит вебинары, и у него очень большая аудитория, и он гребет там сумасшедшие деньги. Я могу сказать, что это не так. Я умею зарабатывать деньги по-другому и не ставлю на первое место все-таки зарабатывать деньги через YouTube-каналы. Но вы, наверное, заметили, все видео при этом монетизированы. И тут сразу же вопрос возникает: зачем он тогда видео монетизирует? Дело в том, что после Нового года я собираюсь выпустить ряд вебинаров, где я хочу обучить людей правильно работать как блогер в YouTube. Сейчас есть несколько таких направлений, я о них уже говорил. Я как-то ехал в машине и проводил стрим-трансляцию и говорил: мне очень хочется, чтобы те люди, которые меня видят, или те, которые меня слушают, чтобы в их жизни появилось материальное благополучие. И очень часто люди задают мне такие вопросы: чем мне заниматься, в чем моя реализация, как мне заработать деньги. И мне бы хотелось просто на фоне своего примера маленькой вот такой страны, Украины или Российской Федерации, попробовать сделать вот такой стрим, где я буду выбирать определенные виды деятельности, небольшую сумму денег и показывать, как я буду реализовывать эти идеи. Ну вот одна из идей это ведение YouTube-канала с нуля. Вторая идея — это изготовление там элементов сферы услуг или работа в изготовлении какого-либо товара. Я над этим думаю. Ну и, в общем-то, хорошие идеи у меня есть тоже. Все, в общем-то, хорошо. Наверное, вы иногда замечаете на моем канале такие нестыковки. В одном видео я говорю, что носить красную нитку на левой руке или на правой руке — это плохо для человека, так как это вызывает у человека давление. И во втором видео я говорю, носить красную нитку в виде косички на руке — это хорошо, оно снижает у человека артериальное давление. И после этого обычно люди делают так: тю-тю, дяденька, вообще что-то с ним не так. И после этого я хочу вам сказать, дело в том, что необходимо смотреть не вырезанное видео, а видео, которое более большое. Дело в том, что когда я говорю о том, что носить красную нитку не нужно, я говорю о том, что ее гипотетически должен надеть обычный человек, который не болеет заболеванием гипертонии и у него не поднимается артериальное давление. В случае, если человек, у которого нет гипертонии, и этот человек начнет одевать красные нитки на левую руку или на правую руку, то у него обязательно будет подниматься артериальное давление. В случае, если же этот человек болеет заболеваниями, гипертоническим заболеванием сердца, и будет одевать все-таки или надевать на левую руку красную ниточку, то у него будет снижаться артериальное давление. Как это устроено? Наоборот, да, получается. С правой стороны человек принимает, с левой стороны человек принимает, с правой стороны человек отдает. Поэтому если на правое запястье одеть все-таки красную нитку, то у человека будет снижаться артериальное давление. А если на левое запястье, то будет подниматься артериальное давление. А если оно у меня в норме, то мне красные нити завязывать никуда не нужно. Для профилактики точно. Естественно, я могу сказать о том, что нити, которые обычно завязывают на запястье, создавая определенные программы и так далее, не работают, как правило. Ну, почему я это говорю? Дело в том, что я не голословен. В этом я специально проводил в своей группе, в которой находится около 20 или 50 тысяч человек. Кстати, я не знаю, сейчас я скажу. Возможно, я вас обману. Сейчас я посмотрю. О, нет, в моей группе не находится такое большое количество человек. В моей группе, которая называется Дуйко, Кайлас и РТЕ, всего лишь 16 тысяч 25 участников. И я проводил как-то исследование и писал,
Дорогие товарищи, скажите, кто одевал на свое запястье красную нитку с целью убрать порчу с глаз или неприятности в жизни или еще что-то, у кого были какие-либо изменения. После этого я провел исследование и вывел, что при опросе около 3 или 2 тысяч человек оказалось, что большинство людей, которые использовали в виде оберега красную нить, и у них в жизни состояние не улучшалось, а ухудшалось. Также появлялись и негативные состояния здоровья. Естественно, я могу сказать, что после того, когда они это все удаляли, в их жизни все нормализовывалось. Ну, вот приблизительно так. Сейчас. Добрый день, Андрей Андреевич, спрашивает Надежда Бердникова. Спасибо большое за все знания, что вы даете. Спасибо большое. Перенесено на 4 декабря сегодняшний вебинар. Нет, вы немножечко ошибаетесь. 4 декабря – это четверг следующей недели. И в этот четверг следующей недели будет проведен мой платный вебинар, который называется «Построение символов и знаков. Тайные магические слога». Как элемент магического влияния мага на внешний мир, а также мир людей и внутренний мир. Он очень сложный, очень яркий. Я считаю, что ученики школы, которые собираются в дальнейшем сами преподавать или быть людьми, которые пытаются эффективно влиять на окружающий мир, должны знать все-таки язык магов и должны это все изучать. Ну, а почему не в пятницу? А в пятницу я буду проводить праздничный предновогодний вебинар, который будет посвящен теме, что же будет или что будет предсказывать Андрей Андреевич на следующий год, 2020. То есть я буду предсказывать, будет ли война, землетрясения, потопы и так далее. Я это делаю каждый год, всю эту информацию можно найти. Далее. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, Галина. Завтра у дочери день рождения. Что сделать, пожелать ей, подарить, чтобы она скоро стала здоровой и счастливой? Спасибо, с уважением, Галина. Когда человек рождается, то первое, что он должен представить вообще, когда вы, допустим, просыпаетесь, и у вас в этот день начинается день рождения, то я рекомендую сделать 3 вещи определенных. Первое. Нарисовать у себя крестик на лбу водичкой и сказать, пусть ко мне в моей жизни добавляется, и начинаете вмокать в воду пальчик, начинаете говорить, пусть добавляется материальное благополучие, пусть добавляется ум, пусть добавляется чувство, пусть добавляется здоровье, вот так. А что я рисую? Я рисую плюсики, то есть я рисую не крестики, а плюсики, потому что крестики рисуются как буква Х, а плюсики рисуются как крестик православный. Только обе палочки равномерны. И после этого встаю обязательно с правой ноги. После этого говорю, я предчувствую, что скоро в моей жизни появится огромное количество радости. Я вообще хочу сказать вам, что предчувствие радости – это то, что может изменить судьбу. Это один из таких эзотерических методов. Каждое утро, когда вы встаете, произнесите себе только несколько слов. Скажите, я предчувствую, скоро произойдет праздник. А что такое праздник? Праздник – это радость. Поэтому радуйтесь даже от того, что скоро это произойдет. Тогда жизнь будет похожа на что? Она будет похожа на праздник. Почему? Потому что мы ожидаем. Знаете, как у людей. Ожидаем горя, горе получаем. Ожидаем радости, радость получаем. Ожидаем праздник, праздник произойдет. Именно поэтому в случае, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была не огорчением, а праздником, то живите через элемент предчувствия, как будто скоро праздник этот произойдет. Также, когда будете за одним столом сидеть, обычно произносите не просто тосты «желаю тебе то-то, то-то», а произносите следующие слова. «Я чувствую, что скоро произойдет в твоей жизни увеличение твоего материального благополучия. Давайте за это выпьем. Ура, товарищи, скоро будет хорошо». Вот так будет правильнее. Тогда эти пожелания будут обязательно реализовываться. Ирина Чернова, спасибо большое. Смотрю каждый раз ваши вебинары, стала по-другому смотреть на жизнь. Перестала постоянно плакать. Ой, какая молодец. Не реагирую на негатив. Я так рада, что стала вашей ученицей и слушателем. Я могу сказать, как убрать негатив. Если вы все время плачете, если вас оставил любимый, можно использовать определенный ритуал.
Данный ритуал выглядит следующим образом. Нужно брать большой кусочек сливочного масла, ложить его на ладонь левой руки, после этого произносить ом-хе и дуть на это масло. После этого это масло натощак съедать. Остаток масла, которое останется, им нужно смазывать центр груди или втирать. Делать так необходимо 4 раза в день. Если горе большое, масло большой кусочек. Если горе маленькое, масло маленький кусочек. Делать это необходимо часто. Очень быстро отпускает. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Алла Красина. Наконец-то успела на трансляцию. Обожаю вас слушать. Стоит ли мне учиться на флориста? Стоит. Открывать цветочную лавку и мастерскую гончарную. Гончарная мастерская – это не цветочная лавка. Если вы собираетесь быть флористом, или быть торговцем цветов, или гончаром, то выбирайте гончарное дело. У вас будет очень хорошо получаться. Из 3 не делайте смесь. Вы знаете, очень часто люди начинают хотеть что-то сделать и начинают смешивать это между собой. У меня была такая история в моей жизни. 2 женщины обратились ко мне и говорят: Андрей Андреевич, пожалуйста, помогите. Я к ним пришел навстречу, и одна говорит: у нас есть земля, и мы ищем инвестора, который может построить на этой земле по нашей идее большой йогический центр. А где это находится? Это находится 200 километров от Киева. Я говорю: к вам никто не поедет, и никто не будет вкладывать в это деньги. Почему? Ну почему вы решили, что человек в субботу-воскресенье будет вставать и ехать туда, к вам в йогический центр? Но у нас там будет йог работать. А йог известный, но мы хотим его раскрутить. Нет, вы смешали все между собой. Получается, зачем человеку вкладывать деньги в то, что заведомо не будет приносить никакого дохода? Точно так же и у вас. Я собираюсь быть флористом и обучаться этому, но я хочу открыть лавку, это уже торговля. Тогда необходимо изучать торговлю и понимать, что такое дебет и сальдо. Или там как набирать продавцов, или как проводить логистику, или каким образом продавать и так далее. Либо я хочу заниматься гончарным делом, но это вообще другое, тогда этому необходимо обучаться, необходимо купить муфельную печь, найти, где есть хорошая глина, купить гончарный инструмент, кстати, очень хороший бизнес, очень рекомендую им заниматься, он у вас будет очень хорошо получаться. Добрый вечер с севера, спрашивает 666-333. Андрей Андреевич, коплю на ваши ступени. Как раз сегодня можно все ступени, а также все семинары приобрести со скидкой, насколько я помню, 30%. Ведь сегодня же Черная пятница. Поэтому переходите на мой сайт duyko.guru и прямо сегодня, какое у нас там сегодня число, в пятницу черную и завтра приобретайте мои семинары, ровно как и все остальные продукты, которые я создаю. Это тибетская формула и инфопродукты, и покупайте их с большой скидкой. Рада вас видеть и слышать. Ой, как я рад вас слышать и видеть. Так. Пожалуйста, я мусульман, мне можно ритуал прослушивать? Конечно, можно. Катерина Апрель. Уважаемый Андрей Андреевич, ответьте, пожалуйста, выйду я замуж, я в разводе, выйдете? Обращается Виталий, подскажите, я создал компанию, у меня до полноценного запуска образовались финансовые проблемы с разных сторон, не знаю, как решить, помогите. Очень плохо вам будет, скорее всего, не запустите. Очень много придумали всего, это не соответствует с правдой. Андрей Симбирова, Анжела Симбирова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Просто хочу сказать вам спасибо за все, что вы делаете. Ваше обучение очень мне помогает. Планирую поехать на морской курс. Ура! Елена Сорокина. Кстати, в этом году я собираюсь сразу же после Нового года провести марафон. Данный марафон будет посвящен целительству. Это 10-дневная работа со мной утром 3 часа и вечером 3 часа, где вы сможете вместе со мной работать над своим здоровьем. Мы проработаем 10 дней, это будет подобно морскому курсу. Также вы получите скидки, там разные или различные, а также возможность беспрепятственно общаться со всеми операторами на все темы жизни, ну, по возможности и со мной. Естественно, это все не бесплатно, очень рекомендую, записывайте. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как принимать правильное решение и в какой сфере деятельности ждет успех? Очень часто человек говорит такие слова: я собираюсь это сделать. И когда человек говорит, вот смотрите, как это устроено, сейчас объясню.
Человек говорит, допустим, в какой сфере мне работать? Ну вот, я не знаю. А почему он не знает? Ему не хватает образования. Какого образования? Ну, какого-то образования, которое имеет направление. Это вот смотрите, у меня была такая знакомая девочка, Вика, она, наверное, здесь присутствует. Когда-то она пришла ко мне, говорит, я посуточно сдаю квартиры. Андрей Андреевич, чем мне заниматься? Я говорю, а что ты любишь? Она говорит, ну, я люблю женскую красоту, я люблю там волосы. Я говорю, Виктория, вам необходимо быстро пройти курсы. Она говорит, ну, мне 45 лет, какие курсы? Я говорю, пройдите курсы макияжа, там, визажа, там, ногти и так далее. После этого она говорит, так этого полно, зачем это нужно? Я говорю, вы проходите. После этого она их прошла, я встречаю ее через несколько лет, она говорит, я косметолог, и я делаю ногти, я занимаюсь эпиляцией, я делаю сейчас татуаж, то есть я там мастер широкого спектра. Я говорю, ну у тебя получается деньги зарабатывать? Она говорит, в моей жизни все очень хорошо. Но почему так произошло? Потому что тот, у кого есть возможности, или тот, кто обучен что-то делать, может это запросто делать. А тот, кто ничего не умеет, говорит, чем бы мне заняться? Ну как вы так делаете вообще? Как принимать правильное решение, в какой сфере работать? Настоящий есть с позиции бизнеса. Настоящий бизнесмен – это не тот человек, который… Вообще все устроено совсем не так, как думают люди. Первый принцип – это принцип нашей жизни. Вы знаете, что вы сейчас не живете в Советском Союзе. Нужно это запомнить. А где же вы живете? Наши страны, они выбрали совершенно другой путь. Вместо социалистического пути они выбрали сейчас капитализм. Почему? Карл Маркс в свое время сказал, что существует только два пути. Один путь – это строительство коммунизма, и другой путь – это капитализм. Таким образом, если сейчас демократия, то я могу вам сказать, она точно не имеет идеального направления в сторону коммунизма или строительства коммунизма. Тем самым, если это не коммунизм, то тогда это фактически капитализм. А скажите, в капитализме что стоит на первом месте? Давайте вновь откроем Карла Маркса и прочитаем. Он всегда писал следующие слова. Капитализм управляется или капитализм работает только на эксплуатации трудового пролетариата. Именно поэтому тот человек, который собирается что-либо делать, будучи в том мире, в котором он сейчас проживает, он должен ориентироваться на том, чтобы, а дальше сами продолжите, чтобы эксплуатировать трудовой пролетариат. Вы представляете? До того момента, а кого будет защищать общество? Сейчас говорят, никто не защищает стариков, никто не защищает рабочих, никто не защищает никого. Почему? Потому что, дорогие друзья, мы строим капитализм. А капитализм кого должен защищать? Он должен защищать тех, кто эксплуатирует трудовой пролетариат, товарищ. Именно поэтому, когда все строят капитализм, нужно переориентировать себя на то, чтобы эксплуатировать трудовой пролетариат. Это раз. Второе. Бизнесмен – это тот человек, не тот, кто хочет чем-то заниматься, а тот, кто ищет большое количество людей, трафика, а также большое количество и объединяет их вокруг одной идеи. Вообще об этом всем я написал в своей замечательной книге, которая называется «Доктрина бизнеса». Ее сейчас держу в своих руках. Она небольшая, в ней всего лишь 100 страниц. Сейчас я посмотрю. В ней всего лишь 118 страниц. И я хочу вам сказать, что она непременно изменит вам сознание. Вы хотите знать, чем вам заниматься? Вот, она вам нужна. Вы хотите знать, в каком уровне вам надо реализоваться? Вот оно. Вот она вам поможет 100%. Она как заряд. Она настолько эффективно и сильно заставляет человека шевелиться. Ее можно ставить или ложить, или класть себе на стол и делать из нее Библию. Каждый день читая один из этих параграфов, которые есть в этой книге, я прямо очень рекомендую вам ее приобрести. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Как помочь человеку со спинальной мышечной атрофией? Ну, у нас сегодня вебинар, посвященный эзотерике. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, смогу иметь жилье свое собственное в 2020-м? Да. Здравствуйте, прохожу вашу первую ступень, правда, пока бесплатную, планирую приобрести. Подскажите, приобрела интернет-магазин. Ну все, пропустил я ваше сообщение, извините. Андрей Андреевич, вы такой чудесный человек. Спасибо за добро, за чудо.
За все, мне стало намного легче жить, и это еще не предел. Школа Кайлас вперед, forever. Ура, товарищи. Могу ли я услышать ваш ответ? Я не видел вашего вопроса, сори. Вау, как же нас много, ура. Как записаться на марафон? Записаться на марафон можно будет на нашем сайте duikot.guru. Без НЕС хотите поскорее уничтожить человечество. О, вот видите, есть люди, которые не хотят уничтожать человечество, как мы. И поэтому вот они здесь нам говорят о том, что мы хотим уничтожить человечество. Конечно, конечно. Сейчас и моя свора бешеных кошечек, машущих рукой, уничтожим все человечество. Что с людьми? Знаете, так смешно слушать сейчас. Кто-то начал играться со словами и начинается. Мужчина – это тот, кто... Муж – это мужчина, а чина – это по чину. Значит, ему жена должна быть по чину. Я считаю, что не так. Му – это корова, же – это женщина, и чина – это Китай. Именно поэтому мужчина – это корова женская из Китая. Понимаете? То есть придумать огромное количество идей, что обозначает эти слова. Бизнес, бизнес. Что за ерунда вообще? Уничтожить человечество. Чем уничтожить человечество? Это вы своими носами поникшими, своими вот этими, я не знаю, нервами, критикой, ложью, враньем, бесконечным руганью какой-то, матами, навязыванием своих каких-то застарелых средневековых идей, мешаете людям нормальным жить счастливо. А кто такие нормальные люди? Те, кто хочет добиться состояния радости в жизни. Они хотят радоваться, что у них дети, а не воспитывать детей. Хотят радоваться, что у них имущество, а не забирать у кого-то имущество. Они хотят жить с женой, а не с рабой и так далее. Понимаете, есть другие люди. А вы приходите со своими нюнями, со своей вечной войной и говорите, вокруг война, везде все плохо, срочно надо спасать, бесы вокруг. Идите в церковь, зачем вам нужен Дуйков? Добрый вечер, Андрей Андреевич. Меня интересует здоровье отца. Пишите мне на почту. Уважаемый Андрей Андреевич, будет ли слышать моя внучка? Родители привезли ее в Самару, а я очень переживаю. Немного не успела на вебинар, ездила за акционной вашей продукции. Скорее всего, будет слышать ваша внучка. Андрей Андреевич, могли ли еще раз показать книгу? Конечно, «Доктрина бизнеса». Видите, «Доктрина бизнеса» Андрея Дуйко. Я вам сейчас немножечко почитаю. Какая страница? Скажите мне, какая страница, я сейчас почитаю. Андрей Андреевич, как быстро снять порчу? Делается это так, делайте так. Ставите левую руку, говорите «тю», и после этого впереди себя «тю», после этого правой рукой «тю», после этого правой рукой вправо «тю», после этого обводитесь и запечатывайте его махум хрем, махум хрем, махум хрем, махум хрем, махум хрем, махум хрем. Таким образом порча полностью исчезает. Итак, кто у нас тут счастливый? Лариса Чередниченко, 25 страница. Итак, читаем страницу 25. Вот. Запретное слово в бизнесе. Наверное, интересная тема. Если вы занимаетесь бизнесом, забудьте одно слово. Это звучит так, неудобно. В бизнесе, как и в семье, нельзя иметь слово «неудобно». Если вы владелец семьи, ее основной попечитель, руководитель, вождь, и вам, допустим, необходимо сосредоточиться, то вы можете попросить ребенка, чтобы он тише сделал телевизор. Вы можете попросить жену, чтобы она постирала и так далее. Если вы женщина, вы можете мужа попросить, чтобы он дополнительно выделил на что-то какую-то сумму денег. То есть вы имеете право. И у вас слова «неудобно» нет в семье, правильно? В хорошей семье слова «неудобно» не бывает. То есть всегда удобно сказать жене: а где ты была после 11 часов вечера? Точно так же и в бизнесе. Если бизнес принадлежит вам, то вам должно быть все удобно. Знаете, очень часто люди живут по такому принципу: лишь бы не обидеть тех людей, которые на них работают. А это неправильно. Люди – это эксплуатируемый пролетариат, который ждет задачи, которые вы им будете ставить правильно. И слово «неудобно» у руководителя быть не может. Слово «неудобно» – это слово, которое обязательно заставит кого-то пользоваться вашими слабостями, потому что человек видит, что вы стеснительный человек, и после этого может подвергнуть вас какой-то целенаправленной манипуляции, которую вы не ожидаете.
А скажите, бывало так, что во время ведения, а скажите, бывало так, что во время ведения бизнеса вам было неудобно спросить что-то у человека? Почему не вовремя пришел? Почему работа не закончена в срок? Почему не позвонил? Почему просто шатался? Почему перед магазином снег не убран? Мне можете не поверить, но когда я занимался бизнесом, у меня были магазины, то у меня была возможность нанимать людей, чтобы они расчищали снег. Но я этого не делал, потому что у людей работало в магазине много, и я придумал, что мой администратор будет чистить снег. Я ей сказал, у тебя есть выбор, либо ты как администратор заставишь этих людей, которые работают продавцами, чистить снег, либо ты можешь сама брать лопату и чистить снег. То есть выбери для себя сама. И были две девочки, одна чистила сама, другая заставляла остальных. И вы представляете, та, которая заставляла, пользовались большим уважением, чем та, которая чистила сама. Которая чистила сама, не смогла долго работать. Женский коллектив ее воспринимал как слабое звено и вытолкнул ее. И после этого я выбрал руководителя среди этих женщин, достаточно активную женщину-продавца, дал ей такую же зарплату и поставил на ставку. Она сделала список всех продавцов и после этого не допускала их за свою витрину или в свой отдел до того момента, пока он не выйдет и не почистит снег на улице, не вытрет окна, не вымоет прилавки, не помоет полы и так далее. Скажите, полезное слово? Наверное, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Кубики не говорят всегда правду. А дело в том, что вся ваша проблема заключается в том, что кубиков нужно спрашивать один раз на один вопрос. А если кубики, вы понимаете, ко мне приходит человек, у которого есть желание. Он говорит, это женщина, которая должна, допустим, женщина, которая не выйдет замуж. Она приходит, но она себе намечтала, я выйду замуж, я выйду замуж. Она говорит, Андрей Ильич, я выйду замуж, я беру кубики, бросаю, и мне говорят, не выйдете. Потом она берет эти кубики и говорит, я сама попробую, бросает, и у нее выйдет. Потом она к кому-то приходит, бросает, выйдет. Потом вновь ко мне приходит, говорит, ну, а я забыл уже, что она у меня была. И говорит, еще раз скажите мне, я бросаю кубики, и они мне показывают, выйдут. Тогда кубики соврали или нет? Кубики правильно показывают только первый раз. Все остальное, на тот же вопрос они будут отвечать неправильно. Поэтому слушайте внимательно мой семинар о кубиках, где я об этом всем рассказываю. Я ученица первой ступени, у нас революция. Можете нас поддержать ответом? Мы ни при чем. Выиграем ли мы дело? Выиграю дело или не выиграю? Скорее всего, не выиграете, хоть и революция, извините. Сумею ли я помочь своей дочери, излечим от ДЦП? Да, поможете дочери. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Будет ли приносить прибыль? Давайте сейчас договоримся, пожалуйста. Вот смотрите, ваши вопросы индивидуальные, и они не касаются большого количества людей. Я хочу напомнить, наш вебинар называется «Эзотерический вебинар». На нем сейчас присутствует 1500 человек. Скажите, как вы думаете, тех людей, которые после вас будут смотреть данный вебинар, им будет интересно услышать вопросы, которые вы задаете? Или интересно будет услышать ответы эти? Давайте будем более информативными. Если вас интересуют вопросы, которые связаны, допустим, там, как сделать бизнес так, чтобы там, он у меня процветал, то я вам дам какой-нибудь обряд. Или там мы разругались в семье, расскажите, как нас всех помирить. Ну вот так интересно. А использовать меня бесплатно, как ясновидящего, я считаю неправильно. Это и будет неинтересно, к сожалению. Так. Мария Васильева. Дорогой Андрей Андреевич, можете мною гордиться. Я открыл дом престарелых в Италии. Спасибо вам. Молодец, молодец, Мария, молодец. Пусть все получается у тебя. Записная книжка мамы. Отличное имя. Спасибо за вашу поддержку. Жду решения суда по банкротству. Неинтересно. Добрый учитель, учениц школы, расскажите про зеркальные защиты. Ведь делают крадники на защиту, ставят зеркало и сущность. Как же это снять? Семинар противоядия зла снимает такую магию. Семинар противоядия зла снимает любую магию. Я хочу вам сказать, что когда человек говорит, что крадники там забирают, то я могу сказать, это работает только не более чем 10-20 дней. То есть если крадник каждый день это делает, то 20 дней может работать. Для того, чтобы запустить программу на 1 год, крадник должен ставить эту программу не менее 44 дней. Тогда он может сработать. Но обычно этим не занимаются, потому что обычно так профессионально никто этого не знает. Вы рассказываете про соль, как ее выкупать.
Ага, рассказываю. У них много камер, деньги подбросить невозможно. Можно под другим предлогом отдать деньги в руки этому человеку и про себя сказать, выкупай соль. Да, можно. Сказать, пойти с ним в магазин, когда ему необходима сдача, отдать ему. Здравствуйте, приобрела эзотерический тренажер на абсолютное выравнивание судьбы. Хотелось бы подробнее услышать от вас, как именно работать с ним. Включаете и мысленно представляете, будто все, что происходит там, происходит с вами. То есть девочка, которая купается в бассейне, представляете, будто вы девочка. Дядя, который плывет на лодочке, вы дядя. Также там указаны коды, то есть там хампра, умпра. Если хотите, можете их активно читать. Если не хотите, можете просто смотреть на этот тренажер, представляя, как люди, те, которые там, как события, которые происходят в этом тренажере, происходят с вами. Данный тренажер необыкновенный, он работает достаточно активно. Я хочу вам сказать по поводу эзотерики. Помните, эзотерика, она как наша жизнь, это большое колесо. Именно поэтому, когда вы читаете мантру, знайте, у вас впереди целый год, астральный год. То есть, если вы читаете мантру сегодня, то в колесе нашей жизни эта мантра должна обойти круг и повлиять на нас через 300 дней. Таким образом, читая мантру сегодня, вы получите ожидаемый результат аж через 1 год. Поэтому я обычно говорю, выберите что-то и читайте 1 год, не отворачивайтесь. Потом целый год будет у вас невероятно хороший. Элька Стасикова. Добрый вечер, Андрей Андреевич, хороший и благородный, благодаря вам. Хочу научиться эзотерикой правильно изменить жизнь, я слабослышащая, у меня получится, я так хочу научиться правильно. Для того, чтобы научиться эзотерике, начните проходить первую ступень школы Кайлас. Она выложена совершенно бесплатно сейчас в Ютубе, и первая, и вторая ступень. Если все будет хорошо, то, возможно, я выложу в дальнейшем еще и 3-ю ступень после Нового года, но там как карта ляжет. Я, наверное, выпущу 5-ю обновленную, после этого 3-ю старую выложу совершенно бесплатно. Начните со ступеней. Андрей Андреевич, всегда с большим удовольствием, внимание, слушаю ваши видео. Ой, потерялась. Я приобрела тренажер, ответил. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, как? Сейчас. Пожалуйста, как можно подключиться к хроникам Акаши? Как понять, что подключился? Дело в том, что сознание, наша жизнь – это информационное поле столба. Вот так. Столба. Здесь чакры, они выпускают энергию или принимают энергию. Это наше информационное поле. А у мира информационное поле – это поле горизонтальное. Когда человек умирает и его сознание и душа капсулируются, то перед тем, как войти в божественную энергию, снимается абсолютно вся информация. Для чего это делается? Снимается информация с человека, потому что в большинстве своем люди, которые проживают на протяжении своей жизни, не имеют качественной, хорошей информации. Их мучает совесть, у них были плохие поступки, обычно человек не удовлетворен полностью своей жизнью. Ну и если вот у многих людей спрашивать, скажи, что в твоей жизни произошло хорошего, и можешь ли ты положить на весы все хорошее и все плохое, то вот плохого человек может вспомнить гораздо больше, чем хорошее. Так устроен человек. После того, когда человек, вы представляете, если бы мы умирали и после этого рождались, и у нас были бы воспоминания прошлой жизни, где мы должны деньги, обижали своих детей, там кого-то кидали, там кому-то относились плохо. И это бы, во-первых, не давало бы нам шанса прожить жизнь новую, а во-вторых, не давало бы нам шанса, наверное, прожить счастливо. То есть мы накручивали бы еще больше, наверное, такой шар, и еще больше бы было у нас неприятностей. Именно поэтому, когда человек умирает, то вся информация с него стирается, и после этого он вновь рождается. Вновь обнуленный. Вот та информация, которая есть, это вся информация, которая находится между энергией человека и энергией Бога. Энергия Бога – это энергия горизонтальная, энергия человека – это энергия вертикальная. Для того, чтобы проникнуть в эту энергию, существуют определенные практики. Для того, чтобы научиться этим практикам, необходимо пройти мой семинар, который называется «Ясновидение. Часть 2».
Если вы хотите пройти ясновидение, часть вторая, то вам необходимо начать с ясновидения, часть первая. А если вы хотите пройти ясновидение, часть первая, то начинайте с изучения первой ступени школы Кайлас. А так попасть в Акаши никак по-другому. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Как понять, если эзотерические способности, что происходит со мной, но есть сомнения? Вы понимаете, люди все клонированы. То есть, если взять человека и его гены, то получится, что одинаковые хромосомы, там одинаковое все. То есть, человек рождается абсолютно точно таким же, как все остальные люди. У него нет никаких особенностей. Когда говорят с самого детства, никому не верьте. Когда человек родился, то у человека с самого детства могут развиваться какие-то качества. Это происходит потому, что у него душа так открыта, что ему больше нравится нюхать, или больше нравится слышать, или больше нравится прислушиваться, или больше нравится трогать. То есть что-то создает перекос. Но все со временем формируется по принципу длительной тренировки. Скажите, кто является чемпионом? Чемпионом является тот человек, чемпионом по бегу является тот человек, который на протяжении 10 или 15 лет каждый день бегал. Причем старался на это выделять очень много времени. А кто становится тем человеком, у кого есть способности? Таким человеком становится тот, кто выделяет время на то, что эти способности развивать. Наверное, я ответил на ваш вопрос. Скажите, есть ли у меня способности? Скажите, можете ли вы стать спортсменом? Человек мне скажет, конечно, если я каждый день начну заниматься, то буду очень тренироваться, то, скорее всего, стану спортсменом. Так же и у людей. Чем больше мы занимаемся, тем больше у нас возможностей. Есть ли у всех людей эти способности? Конечно, все люди рождены со способностями. О, хороший вопрос. Подскажите, как представить призму, когда работаешь с больным человеком? Нет, с больным человеком, когда работаете, вам призма не нужна. Вам необходима моя первая ступень обновленная. Там я рассказываю, как изготовить для себя свое духовное имя. И после этого подходить к человеку через призму своего духовного имени. Таким образом, духовное поле будет лечить вместо вашего физического тела. Получите для себя духовное имя, сделайте для себя духовное имя, как я обучаю, это очень важно, на обновленной первой ступени школы Кайлас и используйте его в дальнейшем. Духовного имени можно обращаться, а также получать информацию из духовного имени. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, получится ли у нас победить мировое зло в виде эгрегоров и мороков в 2020 году? Нет, это время еще не пришло. Поэтому в 2020 оно должно было произойти в этом году до 1 ноября. Как раз все карты ложились. Но дело в том, что провести это все невозможно стало, потому что ряд моих приближенных предали меня. Вы представляете? То есть предательство началось с объединения 9-й круг ЕРТЕ или сознания ЕРТЕ, которые в дальнейшем начали публиковать и распускать, тем самым разрушили 9-й круг. Тот, кто разрушил, является элементом, неосознанно элементом служителей зла, понимаете? Это Клименко с Малышевой, которые работали, были нормальными людьми, после этого сказали: Дуйко козел, мы будем сами заниматься эзотерикой, пошел он в жопу, там, олейники и так далее. Ну, как-то так это все произошло. Если бы этого предательства не было, ну, конечно же, я сам допустил, знаете, но всегда моя вера в людей, она опережает время, когда нужно верить. Так произошло у меня на 7-й ступени. Вы, наверное, заметили, что 7-я ступень на сегодняшний день закрыта, я ее не продаю. А когда я закрыл свою 7-ю ступень, я могу сказать. Дело в том, что те люди, которые начали заканчивать или оканчивать 7-ю ступень, они стали очень знаменитыми. То есть у них произошел сумасшедший прорыв в жизни. То есть это люди, которые начали зарабатывать деньги, у них появились идеи, они стали там мега... А у кого этого не произошло, у тех вырос внутренний эгоизм. Это я говорил на 1-й ступени. В случае, если у человека не открывается совитур, и он не проявляет этот совитур после 7-й ступени, это является задачей, то у него появляется сверхэгоизм. И такой сверхэгоизм в дальнейшем переставляет человека в путь служения злу. Конечно же, я за то, чтобы
школа развивалась, конечно же, 7-ю ступень я решил полностью убрать. Мне не хочется, чтобы люди, перескакивая с ступени на ступень, в дальнейшем становились эзотерическими, мощными энергетическими монстрами. Именно поэтому я решил ее убрать. Можно ли будет ее проходить? Теперь для того, чтобы пройти 7-ю ступень, необходимо обязательно мне набрать или написать в Фейсбуке и ответить на мои вопросы. Естественно, я очень часто говорю такие слова. Наша школа, она отчасти связана с всеми элементами проявления внешнего мира на человека. Первое – это материальное благополучие, второе – это здоровье, третье – это семья. В случае, если у человека здоровье плохое, семья плохая, денег у него нет, то этот человек не может меня набирать и говорить: Андрей Андреевич, сделайте мне скидку на 5-ю ступень. Но это смешно. Это вообще смешно. Почему? Наша школа так устроена. Все люди, которые занимаются в школе, они неминуемо становятся богатыми людьми. Это ставится на первое место. То есть до того, чтобы дойти до состояния духовности, человек должен на это тратить время. А как же он может тратить время, если он больной и безденежный? У него не хватает на это времени, потому что он должен конкурировать в миру. Ему необходимо много зарабатывать, ему необходимо там постоянно лечиться. О какой духовности может идти речь? Конечно же, не сначала духовность, сначала материально, после этого здоровье, или сначала здоровье, потом материально, и после этого как бы само по себе освобождается время, и человек работает над своей духовностью. Так устроена система. У меня завтра день рождения. Пожелайте, пожалуйста, с уважением, Андрей Андреевич. Пусть у Ларисы Целюрик будет свой собственный дом и автомобиль в следующем году. Скоро. Андрей Андреевич, если бы просто слушаю ваши конференции, смотрю на символы, слушаю ваши мантры просто для удовольствия, работают ли они на меня? Работают, но они работают на моей персональной энергии. Со временем не нужно этого делать. Проходите обязательно 1-ю ступень школы Кайлас, чтобы не становиться моими эзотерическими должниками. Здравствуйте, а как быть такой же спокойной, умиротворенной, так как вы, без суеты и спешки вечной? Есть очень хорошее слово, оно называется вера. Друзья мои, работайте над своей верой. Почему? Вот смотрите, мне нечем заплатить, скоро заплачу. У меня жена вредная, скоро будет хорошая. У меня дети непослушные, скоро будут послушные. Мне нечего есть, скоро поем. Таким образом, элемент веры со словом «скоро», он решает все наши внутренние вопросы. Я плохо себя чувствую, скоро буду чувствовать хорошо. Спокойствие, оно невозможно без элемента веры. Друзья мои, верьте, это очень важно. Верьте, что будет лучше, чем сегодня. Верьте, что у всех все выровняется. Знаете, как я обычно говорю вот новичкам? Новичок говорит: а у меня муж плохой. Я говорю: а ты наоборот говори: а у меня муж хороший, и скоро будет еще лучше. А у меня денег нет, а наоборот говори: а у меня скоро будет много денег, и не буду знать, куда их девать. Только начинайте, как я говорю, со слов «а у меня скоро», потому что по-другому не работает, как у Зеланда, там, Ковалева и прочих горе-эзотериков. Почему я это говорю? Послушайте, меня никто не трогает вообще. В эзотерическом мире на сегодняшний день, пусть это и кажется очень неприятным для многих людей, но я являюсь номером 1. Почему? У меня свои мантры, у меня свои знаки, я объясняю, как работать. Все остальное или все остальные – это копирайтинг. То есть они где-то услышали, что-то додумались, сляпали и пытаются это делать. Я прямой источник, я передаю, потому что я являюсь тертоном. То есть у меня знаний этих хватит на всю мою сознательную жизнь. И каждый год я буду новое давать, и это никогда не закончится, и после себя оставлю огромное наследие. Конечно же, сейчас я буду проводить вот этот семинар, который будет называться «Марафон». Он будет посвящен тому, чтобы у людей поисчезали опухоли, там, маммологические, карциномы и так далее. И потом я это обязательно опубликую. И те люди, которые будут у меня проходить это, они будут обязательно люди, у которых онкология. И вы увидите, что у многих этих людей, даже не у одного, онкология исчезнет. Вы будете в шоке просто. Скажите, пожалуйста, как избавиться от страха? Мой парень, он говорит, что у него 2 человека и не знает, что делал. Ага. Эзотерически помочь человеку, который психически болен, невозможно. Но я могу сказать, чем нужно все-таки такому человеку помогать.
Сейчас есть биологически активные добавки, их очень много. Существуют ли добавки, которые могут помочь человеку избавиться от психических отклонений? Конечно. Первое, что нужно сделать. Тибетская магия говорит, или тибетская медицина говорит о том, что если у человека плохо с головой, ему необходимо увеличить количество приема жирной пищи. То есть его необходимо лечить жирной пищей, убирая при этом молочное, цукаты, сладкое, там, белки можно кушать, но обязательно, чтобы в рационе питания было печень, а также очень большое количество жирных продуктов, там, свининка, сало, вот оливковое масло с хлебом, там вот обязательно жир, сливочное масло, обязательно, чтобы это было. Второе, нужно увеличить прием витамина D3, а также увеличить прием витамина B12. Если принимать B12, D3 и после этого принимать магний и кушать жирную пищу, то 2-3 недели и человек будет в нормальном состоянии. Какие существуют эзотерические методы? Ну, я, наверное, уже говорил об этом. Итак, первый метод, который убирает у человека нервные состояния, а также панические атаки, это метод произнесения громко слова «припутав». Помните? «Припутав, припутав, 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 припутав». Второй слог от бессонницы, а также от страхов «трявсык». То есть точно так же человек произносит «трявсык, трявсык, 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 трявсык». Сколько? 5 минут, 3 раза в день, как таблетки выпить. Если это делать на протяжении 1 месяца, то на следующий месяц таких симптомов уже не будет. Создано мной, передано людям совершенно безвозмездно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. То все будет прекрасно у вас в плане дальнейшего развития Кайлас у всех нас. Конечно. Я в прошлом году настолько расстроился, хоть и нельзя этого говорить, настолько расстроился тем, что происходило, что собирался... Знаете, что было? Когда я сказал людям, допустим, там, Галине Вовчок, я начал о ней писать пост и написал, что не нужно было ей выкладывать там и так далее. После этого целая куча людей меня начали терроризировать. А ну-ка отчитайся, ты не имеешь никакого права. Были даже люди, которые написали мне, чтоб ты сдох, скотина. А ну-ка отдай нам Галину Вовчок. Как будто я куда-то забирал. После этого у меня был моральный шок. То есть я организовал школу, где-то безвозмездно там, создал эти группы, объединил между собой людей, стараюсь для этих людей что-то делать, провожу вебинары. Она принимает по $50 этих людей, там им предсказывает судьбу. Я на этом ничем не зарабатываю, не хочу никогда зарабатывать на этом. При этом еще и развернута была такая политика, когда начали, давайте уберем Дуйко из эзотерической школы. Ну разве это правильно? Я был очень расстроен. Вы знаете, человек достаточно обеспеченный. И вот искренне у меня было такое ощущение и желание прекратить школу. Я вообще ее хотел закрыть. Я даже Соне сказал, что, вероятно, мы поедем сейчас, проведем последний морской курс, и после этого закрою эту школу. Почему? Потому что, первое, после 7 ступеней я вырастил огромное количество эгоистов, людей, которые не смогли справиться со своим эгоизмом и начали становиться алчными монстрами. После этого я, конечно же, должен нести за это ответственность, понимаете? Ужас какой. Это от того, что я без определенных знаний начал заниматься созданием школы и проведением школы. Ужас. Недавно в Вильнюсе перезахоронили останки 20 повстанцев. Они 150 лет пробыли на горе в центре города. Как это влияло на энергетику страны? Пока лежали в земле, то никак не влияло. Когда перехоронили, ругань будет. Обязательно люди переругаются. Андрей, доброго времени суток. Приобрела первую ступень. Нельзя никогда делать из умерших людей героев. Именно поэтому, когда в Украине это все происходило, вот то, что мы видели, да, и принесли людей, которых там в гробах, и начали кричать «Слава героям» и так далее. То есть они делали прославление мертвецов. До того момента, пока мертвецов прославляют, до этого момента у людей будет смертность, горе, онкологии, больные дети, умирающие люди и так далее. До этого момента это все будет. Я считаю, что мощи, я считаю, что незахороненные люди, я считаю, что трупы и создавание из этих людей героев или создавание из этих людей эзотерических, культурных
ангелов там или еще кого-то, или там сподвижников, или кого-либо еще, святых, делает этих людей гневными духами, и после этого эти гневные духи, куда тянут гневные духи, находясь в мире сна и в мире смерти? Они тянут всех в элемент смерти. Вот почему есть дети, у которых появляется желание суицида. Вот почему появляются люди, которые всегда говорят: не, лучше бы я умерла. Ну почему умерла? Это же так плохо, что нужно умереть обязательно. Несколько дней назад общался с человеком, он говорит: меня выгоняют с работы, все, я хотел на себя руки наложить, Андрей Андреевич. Я говорю: что, долбанутый вообще? У тебя семья, 2 детей, у тебя есть своя квартира, своя машина, тебе всего лишь 45 лет. Что ты говоришь? Ты же еще очень молодой. Ну неужели из-за работы ты готов наложить на себя руки? Что, вообще долбанутый? Жизнь, она прекрасна. Наоборот, ищи возможность получать от жизни хоть какое-то удовольствие, радость. Как изменить свою жизнь, чтобы везло? Радуйтесь жизни. Верьте, что все будет хорошо. Вот так это все работает. Конечно же, Иисус Христос родился, умер, после этого воскрес. Ладно, верим, проглотили. Но остальные... Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель, они что, воскресли? Нет, но они же умерли. Тогда где они находятся? В мире мертвых. Тогда поклонение этим людям как святым что делает? Это молитва миру мертвых. А миром мертвых управляет кто? И сотни тысяч человек. Миллионы людей по всему миру приходят и молятся мертвецам. И после этого говорит: мы за жизнь. Да что вы говорите? Как говорят в Одессе. Андрей Андреевич, как правильно заселиться в новую квартиру? Забежать с радостью, если вы сами побегать голым. Почему это новая квартира? Пусть она будет наполнена радостью, светом, какими-то яркими такими событиями. Вообще, мы с Соней, когда купили квартиру, забежали и просто орали. А-а-а! Вот так. По парку этому бегали и всем восхищались. Чтобы всем хорошо жилось. Не нужно никаких обрядов. Зайдите и начните восхищать. Ой, какие стены, ой, какие паласики, ой, какие плинтусики, ой, какие. А там все, что не нравится, меняйте. Какие. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Колдует ли мне и моей маме моя бабушка? Не колдует. Она искренне ненавидит нас, потому что вы ей не помогаете. Начните помогать вашей бабушке, она начнет вас обожать. Как поменять очень быстро отношение к себе? Начните человеку помогать деньгами. Не словами. Словами может каждый, знаете. Самое простое, чем можно помочь человеку, это словами. А вы, бабушке, дайте денег, и она вас будет обожать. Андрей Андреевич, здоровья и счастья вам в личной жизни. Пожалуйста, не закрывайте школу. Никто ее не закроет. Слушайте, все в порядке. Благодарю за добрые и правильные наставления. Учитель, если по роду или из прошлых жизней тянутся договора с темными силами, не тянутся. Если вы родились здоровым ребенком, то договоров никаких не тянутся. Забудьте. Тянется маразм, который вы обрели в этой жизни. Почему? Уже ходили по бабкам, они вам рассказывали: о, сейчас я тебе предскажу. Ой, боже мой, детка моя, тут на картах я тебе гадаю. Боже мой. Ой, боже мой, да у тебя тут проклятие. Боже, зло какое. Тут у тебя договор с прошлой жизни. Дед твой, дед Георгий, как деда звали, Петя? Петр, точно, он со своего рождения обидел женщину, она его прокляла, договор подписала, имела злые силы, а еще прабабка, она там кровь пила. Не забываем, мы все предки Адама и Евы, помните, да? А если почитать, то Адам и с Евой, они создали первый иудейский народ, который там Исхак родил, там, ну вы помните эти истории все. После этого скажите, кто такие негры? Или китайцы? Где они взялись вообще? Муж мой все время критикует, учит и без конца всех воспитывает. А вы не страдайте. И наоборот говорите всегда. Вот утром просыпаетесь, берете четки, длинные вот такие, как у меня, и начинаете: а мой муж всех обожает, а мой муж никого не воспитывает, а мой муж нас обожает, а мой муж такой хороший. А неужели он ничего для вас хорошего не делает? Вот он только воспитывает всех, обязательно всех там дрючит, обязательно что-то делает. Но если он это делает, то примите это.
Таким образом, только словами, как я научил, а мой муж самый лучший, а мой самый хороший, а мой самый добрый, а мой нас не воспитывает, а мой обожает ребенка, а мой обожает меня, а мой желает меня все время целовать, а мой меня все время желает гладить, и вот так вот. И так круг четок. Делайте 3 дня, в понедельник или на следующий вебинар скажите, как вам помогло. Будете в восторге просто от того, как это работает. Это называется одеть на человека ментальные сети. А мой плохой, он еще негодяй, он еще там бухает. Одеваете ментальные сети, их потом снять невозможно. Хочу сдать здоровый, лечусь, но получается, поправлюсь когда? Поправитесь. А вы что-то за мысли допускаете. Детский сад, мы при чем? Правильно. Андрей Андреевич, не все так просто. Моя бабушка по отцу. О, боже мой. Кому это интересно вообще? Андрей Андреевич. Ой, как быстро. Вы самый лучший. Живем за границей. У меня ребенок аутист. Аспержер. Хотят поместить ребенка в центр. Оставьте мне сообщение это или напишите мне это сообщение мне в Facebook. И я вам обещаю ответить. Также не забывайте сбросить мне в группу или в Facebook на мою страницу Андрей Дуйко. Оба аккаунта Андрей Дуйко мои. Сбросить мне обязательно фотографию вашего ребенка. А я вам обещаю ответить и расскажу, что нужно делать. Добрый день. Наладятся ли отношения у дочери с мужем? Наладятся. Только кому это нужно? Есть ли эзотерические мантры для хорошего урожая? Есть. Подходите весною или зимою, ставите руки вот так, кланяетесь перед землей и ставите тарелку с сахаром и говорите: земля, большое тебе спасибо за то, что ты давала мне хороший урожай все эти годы. Я хочу тебя отблагодарить сладостью человеческой и сладостью жизни. И после этого начинайте ходить по полю и разбрасывать сахар. После этого, когда разбросали по полю сахар, подошли, поклонились и уходите. Урожай будет нереальный. Назад при этом не смотреть. Наталья Гуртовченко. Выгодно ли сотрудничать в ювелирном бизнес-проекте B2B? Обман или обман? Не будет выгодно вам. Благодарю за искренность вашу. Приятно, что вы настоящие. Спасибо. Это свидетельствует о праведности и честности. Благодарю вас. Спасибо, дорогой товарищ. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, у меня в декабре начнется процесс развода. Адвокат мой, социальный работник, ничем не помогает. Муж грозит выгнать. Будет ли у меня какая-то помощь? Нет. Ищите платного адвоката, иначе вас выгонят. Есть эзотерические методы. Это в семинаре «Коды Дуйко». Там я даю или во 2-й ступени обновленной. Там я говорю, вот есть эзотерические методы. Это 2 кода, которые, если применять, то обязательно выиграешь суд. Вот их читайте. Браво, вас не так легко выбить из седла в этом рыцарском турнире жизни, потому что за вами сила жизненная. Ой, во мне столько силы жизненной, вы даже не представляете. Вон, аж щеки трескаются, вы представляете? Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Очень рада вас видеть в прямом эфире. Очень счастлива, что ваша ученица. Спасибо. Может нас спросить у вас по поводу моих детей? Не хочет с ними общаться. Как правильно поступить? Не обременяйте его. Говорите себе такие слова и вашим детям. Ваш папа не хочет с вами общаться. Ничего страшного. Когда вы вырастете, он купит вам по квартире. Я вам обещаю, что когда они вырастут, он обязательно им купит по квартире. Обещаю. Делайте так. Я вам говорю серьезно. Не обвиняйте, не ищите, не требуйте, ничего не делайте. Махните рукой. Все равно ничего не даст. Вы его ментально просто ломаете. Ментал сильнее работает, чем физические идеи. Таким образом, вы просто его физикой ломаете и менталом этим ломаете, а вы его менталом поддержите. Мир устроен по принципу, что тот, кого поддерживают, ему везет в жизни, и вы так поддерживаете. Пусть дети ставят или будут мотивированы тем, что отец не подлец. И они будут знать, что он не подлец, и что он не появляется, а потому что не появляется, потому что он зарабатывает деньги на то, чтобы им потом квартиры купить. И поверьте мне, он обязательно в дальнейшем купит им по квартире вашим детям. А вы забудьте, просто каждый раз говорите, ничего страшного, тебе папа купит квартиру обязательно. Скоро, как только вырастешь, купит.
Или говорите, ничего страшного, ваш папа тем и занимается. Там, мама, когда папа будет общаться? Он занят, он занимается тем, что он собирает деньги, чтобы купить вам имущество. Вот так делайте. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от постоянного навязчивого страха за смерть своих родных? Говорят, это паттерн с детства. Никакой это не паттерн. Сегодня я вначале говорил о мантрах. Это припутав и трявсык. Также есть целый ряд мантр, кодов, заклинаний, которые я даю в своей школе. Проходите хоть что-нибудь. Серьезно, проходите хоть что-нибудь. Там все это есть. Там, как убрать страхи на бесплатной первой ступени я выдаю. Вы задаете вопросы такие, которые все есть. Я их все раскрываю во время своих даже бесплатных вебинаров. Ага. Андрей Андреевич, моя дочка Лиза в 1 год и 9 месяцев переболела менингоэнцефалитом. Сейчас ей 11 лет. Она инвалид. Она ходит, но плохо, как ДЦП. Скажите, пожалуйста, она восстановится? Восстановится. Каким образом ее можно восстановить? Напишите мне, пожалуйста, в Facebook. Я на протяжении недели обязательно вам отвечу. Не забудьте отправить ее фотографию. Спасибо за все. Когда ложусь с мужем в одну постель, очень болит спина, а так хочется вместе спать. Так приятно. Для того, чтобы спина не болела, обмотайте поясницу зеленой ниткой, зажгите на 38 узелков. Только, я не знаю, кто еще в интернете, или в Рутубе, или в Ютубе не знает мои методы с зеленой ниткой. По-моему, тот человек, который стал популярным по поводу этой зеленой нитки, все об этом говорят. Я недавно был в Таиланде, и вы представляете, приехали мы в Бангкок, вышли на террасу, там где, Качанг на остров, и вышли на террасу, там где люди загорают в бассейне. Я смотрю, 2 человека ходят с обмотанной зеленой ниткой. Ну и я мимо них прошел, они так прищурились, типа, откуда мы этого мужика знаем? Ну, я не в галстуке, не в пиджаке, поэтому меня не узнали. Еще и в очках. Конечно же, это может говорить о том, что вы находитесь или еще и спите на поле определенном. Это поле, которое называется зоной Хартмана. Для того, чтобы не было зоны Хартмана, положите перевернутую вверх тормашками чашку под вашу кровать и дальше спите. Таким образом, в случае, если положить перевернутую вверх тормашками чашку, то после этого не будет болеть спина. Также хочу сегодня вам сказать о том, что у меня вышла новая книга, которая называется «Магические методы лечения». Давайте прямо сейчас попробуем найти позвоночник. Итак, позвоночник. Сейчас я попробую найти букву П, К, Л, М, Н, О, П. Пародонтоз, повышенное давление, полипоз матки. Вот давайте, сегодня женщина спрашивала, у меня полипы в матке. Что нужно сделать? Исчезает, если обматывать крайние фаланги пальцев рук серебряной фольгой, большой на правой и большого указательного и среднего на левой, по возможности спать так. Ага. И позвоночник. Есть здесь позвоночник у нас. Пупочная грыжа. Можно вылечить, если к ней приклеивать лейкопластырем медную монету большого размера. Дальше. Ага, нужно спина искать, наверное. Спина. Кучек псориаз. Перхоть, пучеглазия. Есть здесь и позвоночник, но нужно искать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас можно все эти книги приобрести за 30% от их стоимости. Поторопитесь. До завтрашнего вечера работает акция. Скажите, пожалуйста, почему в нашей семье не происходит ничего хорошего, хотя семья большая, 11 детей, все какие-то несчастные, может, проклятие. Да, списать на проклятие может каждый. А я думаю, что это связано с тем, что ваших родителей не воспитывали в элементе поддержки. Вы представляете, одна из особенностей, которая заключается в том, чтобы семья была счастливой, это заставить друг друга поддерживать словами и делом. То есть это безвозмездно что-то для кого-то делать. Это стараться финансово поддерживать близких. Это стараться словом поддерживать. Смотрите, ребенок пропал, его не было 1 час. Потом он пришел, на него орут. Если мой пропал, его час нету, после этого он приходит, первое, я его обнимаю, второе, я на него не кричу, и третье, я начинаю говорить, что случилось, я деньги проиграл, бедненький, ну ты больше так не делай, ничего страшного, мы сможем заработать еще, самое важное, что жив остался.
Таким образом, необходимо понять, что семья, она разрушается от критики, и семья становится счастливой от поддержки. Семья создана для того, чтобы поддерживать друг друга. 7 человек поддерживают одного «я». И каждый из них является «я». То есть у каждого есть право. У моей невестки, пишет Ольга Попова, было много операций на копчике. А после зеленой нитки она забыла, что копчик и есть. Работает зеленая. Да еще как. Зеленая нитка мне здорово помогла. Говорит Светлана 998. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если молитва – это обращение к миру мертвых, а что значит гимны к славянским богам? Я хочу вас разочаровать. Дело в том, что славянских богов нет. Почему? Дело в том, что славянская культура заканчивается на слове о полку Игореве. Николай Грозный, он в свое время все, что связано со славянством, уничтожил полностью. Волхвов, а также все, что было связано со славянской культурой, это все было уничтожено. Не имеет ничего, никаких названий, а также упоминаний. Все было полностью стерто с территории славянской земли. Таким образом, все, что было славянское, этого славянского нет. Поэтому то, что вам сейчас навязывают, еще говорят, это славянская ведическая культура. Давайте я как бы объясню. Веды – это древние исторические книги о индуизме, а также сведения об мифические и придуманные идеи или истории, связанные с индийским или происхождением индийского народа. Именно поэтому и называется ведическая культура, в которую входят Упанишады, Атхарваведы и так далее. Это веды. А вот славянских вед не бывает. То есть, когда вам говорят Лагода там, и так далее, это New Age, это придуманная культура, это исключительно придуманная кем-то. То есть этого нет. Когда вы молитесь, о великий Видогор, не было никогда Видогора. О великая Лада, не было никогда Лады. Ой, хрест там простуберанский там какой-то, не было никогда этих хрестов. И там чакры намешали, и так далее. Это New Age культура. Это вот кто-то придумал, что такая культура есть, вот сочинил ее и ее продвигает, видите, а вы верите. Ну, бывает, я тоже культура, видите. Добрый вечер, Андрей. Скажите, узлы на щитовидной железе можно вылечить и восстановить щитовидку? Если да, то как? Ну, разве это всем интересно? Дальше. Андрей Андреевич, как правильно встретить Новый год? Скоро будет семинар, я его буду проводить, он будет стоить, как всегда, в каждом году $10. Вы сможете поучаствовать, и я там буду рассказывать, как запрограммировать Новый год на успех, удачу, везение, почет, славу и так далее. В этом году совершенно другие будут идеи, и это будет не похоже ни на прошлогодний семинар, ни на позапрошлогодний. Это пройдет через 1 неделю, скорее всего. Светлана и Сонечка, что это за мысли там допускает наш папуля? Непорядок. А вы решили дать совет, я понял, моей Соне и моей Свете. Ну, зря. Здорово, Андрей Андреевич. А у меня часть копчика вырезали, поломался в детстве. И сколько узелков. А вот смотрите, как устроена психика человека. Я вот до этого говорил, нужно поддерживать человека. И после этого говорю, я решил закрыть эту школу. И после этого вы начали кого-то обвинять. И уже там Соня со Светой плохие, они не поддерживают. Ученики плохие не поддерживают. А что нужно было делать? Надо было написать, Андрей Андреевич, мы все равно в вас верим. Вы все равно сможете. Мы вас всегда поддерживаем. Видите? Вот вам и философия нашей школы. И то, как она не поддерживается напрямую учениками нашей школы. К сожалению. После этого тут же давайте прицепимся мы к его жене и теще. Это же они виноваты. Все. Что вы начали делать? Искать виновных. Разве это правильно? Ведь философия нашей школы говорит, не критикуй, не осуждай, не ищи виновных. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Кто виноват? Все виноват, как в колесе, знаете. Плюнул впереди колеса. После этого тебе то, что ты плюнул, на спину ляпнет. Это такая особенность. Человек говорит, я желаю тебе, подлюка, чтобы ты сдох.
После этого пожелал, круг прошел, ему по голове как долбанет или шабанет. Добрый вечер, спасибо за зеленую нить и вернуть долг. Представляете, должника в термосе, супер. Что нужно делать, чтобы не храпеть? Рахмет, делайте вот так, по 100 раз в день. 20 раз сделали, похлопали себя. Еще раз. И вот так 108 раз. Утром и вечером, перед сном. Во-первых, лицо станет красивее. Во-вторых, перестаньте храпеть. Очень помогает, рекомендую. Доброго времени, спасибо за ваши знания. Подскажите, пожалуйста, как приобрести семинар по нумерологии и как он называется? А у меня нет семинара по нумерологии, его никогда не делал, этого семинара не было никогда. Это первая бесплатная ступень, я там рассказывал, как бы кармическая задача человека и говорил, что она исключительно связана с его цифрами рождения. Ну и в этом, в новом семинаре уже об этом даже не говорю. Я считаю, это не очень влияет. Элеонора Веретенова. Андрей Андреевич Солнышко, вы наши. Очень прошу вашего ответа на мой вопрос, будет ли у меня семья с тем человеком, которого очень люблю. Будет. Добрый вечер, спасибо за ваши знания. Верим и поддерживаем. Исчезла папиллома навеки после чтения мантры для глаз. Вау, ура, товарищи. Спасибо большое за такие ценные знания. На этом я буду заканчивать наш вебинар. 1 час 20 минут. Мне сказали, что не нужно проводить семинар больше, иначе он становится нерелевантным в Ютубе, а резать его потом не хочется. Сейчас. Вот столько информации хотел дать сегодня во время этого вебинара. С вашим вопросом ничего не произошло. Я тревожусь. Тревожиться нужно только по поводу того, что тревожишься. Все остальное должно быть безразличным. Жизнь в Адвайте, это жизнь священного или святого безразличника, который ни на что не обращает внимания. Только дети и только близкие могут этого человека вдохновлять. Очень часто люди концептуализируют, то есть они говорят, вот он всегда так поступает. Не верьте, жизнь это трансформация. Сегодня он поступает так, завтра он не будет так поступать. В жизни все меняется. Сегодня здоровый, завтра больной, сегодня больной, завтра здоровый. Что нас подвигает к тому, чтобы все изменялось? Подвигает наша вера. То есть если мы говорим себе, скоро я буду здоровым, значит скоро буду здоровым. Как изменить жизнь свою? Говорите, у меня нет денег, ничего, скоро будут. А у меня вот скоро появятся деньги. А вот у меня скоро будет хорошо муж ко мне относиться, а мои дети, вот, ну это же надо работать. Конечно же, когда мы выбираем работать или вот обвинить кого-то, мы начинаем искать, ой, в этом всем бабка виновата, пойду я к какой-нибудь галочке, пусть мне там яичко покатает, свечой это все повыжигаю и так далее. Нет, надо работать самостоятельно. Жизнь – это право добровольной свободы и выбора одного персонального человека, который рождается сам, отвечает за свои поступки сам, проживает до самого конца жизни сам и умирает тоже сам. И здесь ни дети не виноваты, никто не виноват, исключительно наше сознание. Каким образом? Мы рисуем ярлыки и цепляем их на людей. А он алкоголик, а он 100 раз так сделал. Не верьте в это. Наоборот, говорите, а он больше не будет пить, а он у меня самый лучший, у него есть 1000 качеств хороших. Вот так. Будет ли Путин дальше президентом? Нет. К сожалению, Владимир Владимирович не будет больше президентом. Но я хочу сказать вам вот что. От этого ничего не поменяется и лучше не будет. К сожалению. Но выезжать из страны не нужно. Андрей Андреевич, вы прекрасные. Хочу купить себе все ступени школы. Сегодня купила магию Египта. У меня очень прекрасная жена. Почему? Я каждое утро просыпаюсь, у меня есть чистая одежда. Я каждое утро накормлен, вечером уложен. Я не забочусь об одежде. Моя жена следит за тем, чтобы у меня была одежда теплая. Она смотрит за тем, чтобы я ходил в теплой обуви, в теплой шапке. Она поддерживает меня в всех начинаниях. В нашей жизни совместной были такие моменты, когда нас обманывали люди, причем и на большие суммы денег тоже. Как-то ясновидящего обманывает. Но это не было вот прям буквально обманул и все.
Это было так, что с человеком начинаешь партнерский бизнес, а человек хамылем начинает тянуть. Такое тоже бывает. Когда это происходило, это было по моей инициативе, то после этого, конечно же, вся семья знала, но моя жена всегда занимала позицию, говорила: ничего страшного, я тебя во всем поддерживаю, мы заработаем еще, у нас все будет хорошо. Вы знаете, я всегда говорю такие слова. Хочу рассказать такой анекдот. Однажды идет генерал со своей красивой женой по городу, и останавливаются, и перед ними дворник убирает. И дворник, она говорит: ты представляешь, вот этот дворник раньше ухаживал за мной, он был моим одноклассником, и я могла выйти за него замуж. А ее муж говорит: вот видишь, любимая, если бы ты вышла замуж, то ты была бы дворничихой. Она поворачивается и говорит: нет, любимый, если бы я вышла замуж за него, то он был бы генералом. Это правдивый анекдот, вы представляете? Почему? Рядом с ярким мужчиной обязательно находится женщина, которая восхищается им, которая заботится о нем. А он для этого делает все для того, чтобы семья ни в чем не нуждалась, чтобы дети были здоровыми, чтобы у всех было хорошо. Находит возможности. Почему? Из доброты, из вот этого внутреннего, из внутренней поддержки, из желания друг друга поддержать. И начинается то, что называется великолепная семья, королевская семья, счастливая семья. Кстати, я хочу вас пригласить на завтрашний Сангая. Завтрашний Сангая пройдет в 2 часа дня. Это платный семинар. На нем мы будем работать с темой семейные отношения. Будем практиковать мантры, символы, которые соединяют семью, объединяют, делают так, чтобы мужья там не пили, не гуляли, чтобы дети были там послушными, добрыми, хорошими и так далее. То есть завтра мы будем проводить вот такой вот семинар. Он условно будет называться «Работа с ментальными телами своими и близкими». Виталий Дегтярев пишет: как мне найти хорошую жену, когда я ее встречу? Я всегда говорю такие слова своему сыну. Я ему говорю: сынок мой, не надо искать красивых женщин, не надо искать умных женщин, вообще не надо искать женщин. Он говорит: папа, что такое говоришь? Мне нужно жениться, я семью хочу. Ему говорит: ты не то ищешь, ты ищи деньги. Ты становись успешным бизнесменом, а деньги привлекут в твою жизнь как мед большое количество хороших женщин. А уже среди них ты выберешь и самых красивых, и самых добрых, и самых хороших. Серьезно. Мужчина, он должен состояться, как бы это ни звучало прискорбно, через материальное благополучие. Мужчины более материально. Они даже женщин покупают как товар. Но, естественно, для того, чтобы купить женщину как товар, деньги нужны. Конечно же, сейчас кто-то будет говорить: Андрей Андреевич, вы не верите в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь, когда уже начали жить. А в тот момент, когда происходит выбор, я не верю. Вообще, как выбрать? Вот женщина говорит: я люблю одного, но ухаживает еще другой. Я обычно говорю: хочешь, я скажу, кого ты любишь? Она: да. Ты любишь того, кто с тобой часто спит. И ты думаешь, что это и есть любовь. А на самом деле это просто интимное отношение. А тот, кто с тобой не спит, не дарит тебе подарки, тратит свою жизнь на то, чтобы заработать деньги, на то, чтобы купить за эти деньги подарки, и эти подарки тебе подарить. Он рассматривает тебя как женщину, которую хочет в дальнейшем видеть как жену. А тот, который с тобой спит и который ничего не дарит, рассматривает тебя просто как, я не знаю, как это называется, как человека для утех. Женщины очень часто путают. Они думают, что если мужчина спит и часто спит с ней, он значит ее любит. Нет. Нужно обращать внимание на тех, кто дарит дорогие подарки. Вот они по-настоящему любят. Даже недорогие подарки. То есть, когда мужчина дарит подарки, это первые признаки того, что мужчина рассчитывает на эту женщину, рассчитывает с ней жить и рассчитывает, что она будет матерью его детей и так далее. А когда женщины стали доступными и мужчины начали с ними спать, то у женщин появились тупики, они говорят: надо же, я его так люблю, почему же у нас жизнь плохая? Не любите, просто у вас есть хорошие интимные отношения, а ничего остального нет.
Андрей Андреевич, как эзотерически вылечить начальную стадию псориаза? Никак эзотерически не вылечить. Это очень сложное заболевание. Делайте ингаляции с артраминовым спреем, принимайте серу по 1 чайной ложке 3 раза в день. Все, с вами был Андрей Дыко. На этом наш вебинар великолепный заканчивается. Я желаю всем успеха, радости, счастья, настоящего человеческого счастья. Это быть здоровым и богатым. Также хочу вам напомнить, что существует время богатства, когда человек накапливает свое материальное благополучие. Это время с 7 часов вечера до 11 часов вечера или с 6 часов вечера до 11 часов вечера. Если в это время обожать кого-нибудь, любить кого-нибудь, делать праздник или делать все, чтобы было хорошо всем, то в это время материальное на следующий день формируется или формируется материальное благополучие следующего дня. Поэтому не забывайте об этом. Сегодня женщина одна написала в Facebook мне, я даже провел в своей группе РТЕ, Дыко Кайлас и РТЕ, провел вот такие исследования, написал, кому какие материальные практики помогли. И я сейчас зачитаю. Сейчас. Напишите, какая, по вашему мнению, практика школы Кайлас более чем все остальные привлекла в вашу жизнь материальное благополучие и деньги. Давайте прочитаем. Наталья пишет, морской курс. Хорошее позитивное, Марина пишет, хорошее позитивное настроение с 18:00 до 23:00. Отсутствие страдания за деньги, чтобы не исчезли. Куда течет любовь, туда текут и деньги. Ура, спасибо вам. Рима. Не думать перед тем, как рассчитываться после того, когда рассчитался. Ну и, конечно, радоваться деньгам. Ольга. Я ни при чем и не заморачиваться. Практика выхода из эгрегора в оккультные методы убирания страха и молочные реки. Наталья. Все хороши. 11 СНГ это бомба. Лена. Дуале. Всегда работает почти мгновенно для фриланса. Вовчи. Виталий. Практика выпадковые деньги. Я этого не давал. Дальше. Капитул. Татьяна. Подскажите. Здесь. Все помогает, пишет Марина. Проходила СНГ-11, это супер круто. Когда рассчитываюсь, радуюсь. Хочу приобрести золотой символ ловушка для денег. У друзей работает на ура. Дальше. Светлана. Мне всегда помогает мантра на быстрые деньги. Джая. Лариса. Практики первой обновленной ступени сработала сразу еще и как. Людмила. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень помогает Сангая. Евгений. Чаша Саусянь. Наталья. Все работает быстро. Для меня утром начитанный код, я цитата Сашила и Джей Бла, всегда результативная практика с ноября с рисунком мантрой ММВ, Яй, Син, Весап, Мэму просто помножила на 2 всю прибыль одномоментно. Виктор насчет денег ничего не заметил, а вот что касается исполнения желаний, коды, которые на первой ступени, просто потрясли. Виктория, все практики денежной работают отлично, но 30 СНГ стоит отдать должное. Денежки и плюс меняется психоэмоциональное состояние и так далее. Гульнара, простое, но регулярное чтение я цитата всегда позволяет получить деньги тогда, когда они необходимы. Практики с авитуром, пишет Марина, из второй обновленной ступени, мне кажется, самые сильные кардинальные изменения к лучшему, оккультные методы имени Бога. И смет, мантра Видьямдехи конкретно помогает, но надо читать мантру в течение года. Любовь. Очень хорошо шум для денег і символ деньги ніоткуда. Ольга, доброго дня. Перше за все допомогла філософія школи. Коли ти себе почуваєш щасливою людиною, тоді усі практики спрацьовують з неймовірною швидкістю. Дякую, Андрій Андрійович, що ви навчили жити по-іншому. На український перейшов. Галина, цифровые коды из 4 ступени, супер. Татьяна, цифровые коды 4 ступени, тренажеры, новые символы, а также коды и мантры, которые связаны с солнцем. Наталья, мне понравилась практика дождь на смывание долгов, работает. Ирина, удивление, восхищение и ура. Катюша, добрый день, может я не понимаю, не получается. Нет энергии психической. Алена, мантра на быстрые деньги. Практика, что вы делаете дыханиями, кодами, эхе. Также символ, чтобы вернули долг. Все ступени школы и морские курсы. С вами был Андрей Дыко. До свидания.